Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, то я вам немножечко сейчас расскажу. Мы вяжем полукруглую шаль крючком по мотивам шали Нина. Это вторая часть мастер-класса. В первой части мастер-класса мы полностью провязали весь раппорт, вязали по рядам, по петельно. Первую часть вы найдете в описании под этим видео, я оставлю ссылочку на первую часть. Сейчас мы будем разбирать второй раппорт, вязать уже по петельно каждый ряд мы не будем. Мы повторяем раппорт с 8 по 31 ряд. Я провязала ровно 2 раппорта и сделала обвязку. Итак, сейчас я вам расскажу каждый ряд, где какие будут изменения. И начиная с 8 ряда у нас начинается второй раппорт. У автора по схеме в 8 ряду во втором раппорте изменений никаких нет. То есть у него указано столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. Провязав точно так же по схеме, у меня полностью полотно все стянуло. Поэтому я провязала между столбиками по 3 воздушные петли. Начало ряда у нас все то же самое, как в первой части. 3 воздушные петли подъема, воздушная петля и столбик с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда. И далее мы начинаем вязать 3 воздушные петли, одну петлю у основания пропускаем, столбик с одним накидом. Дальше опять 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем, столбик с одним накидом. И чередуем так до конца ряда. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, 2 петли в предыдущем ряду пропускаем, столбик с одним накидом. Полностью провязываем до конца этот ряд. В конце ряда не забываем, что у нас будет столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом, третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Дальше 9 ряд мы вяжем без изменений, точно так же, как вязали в первой части. 3 воздушные петли подъема, 6 воздушных петель, в арочку, столбик без накида. 6 воздушных петель, в арочку, столбик без накида. 6 воздушных петель, столбик без накида. И продолжаем так вязать до конца ряда. То есть 9 ряд у нас не меняется. Дальше 10 ряд мы в эти арочки должны провязать столбики с одним накидом. Здесь у нас идет небольшое изменение. Самую первую арочку в первом раппорте мы вязали 6 столбиков с одним накидом. То есть здесь мы вяжем в первую арку 8 столбиков с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли подъема. 8 столбиков с одним накидом провязываем в первую арку. Дальше в следующую арку у нас столбик без накида. И дальше у нас идет без изменений. В арочку 7 столбиков с одним накидом, в следующую арку столбик без накида. Середина ряда у нас не меняется. Мы вяжем точно так же, как в первом раппорте. И в конце ряда не забудьте, в последнюю арку вы должны провязать тоже 8 столбиков с одним накидом. И затем столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Дальше 11 ряд полностью вяжется без изменений. В этом ряду мы формируем вот такие вот окошечки. В начале ряда у нас 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда. И дальше мы чередуем 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Этот ряд у нас полностью без изменений. Провязываем точно так же, как вязали в первом раппорте. Дальше в 12 ряду мы вяжем в начале ряда 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда. Дальше над воздушной петлей предыдущего ряда провязываем столбик без накида. В следующую петлю, получается над столбиком, мы провязываем 2 столбика без накида. Все это все изменения. Дальше в каждую петлю предыдущего ряда
мы провязываем столбик без накида. Прям в каждую петельку мы вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Здесь у нас изменения только вот в начале ряда. И также не забываем, в конце ряда вы должны провязать над столбиком с одним накидом предыдущего ряда 2 столбика без накида, над воздушной петлей 1 столбик без накида и в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда 3 столбика с одним накидом. Это у нас 12 ряд. Далее в 13 ряду мы вяжем пышные столбики. В этом 13 ряду тоже изменений нет. Вяжем все точно так же, как вязали в первом раппорте. Далее переходим к 14 ряду. В 14 ряду у нас только в начале и в конце ряда небольшие изменения. Здесь мы вяжем 3 воздушные петли подъема и 1 столбик с накидом в петлю предыдущего ряда. Далее над каждой петлей предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом, а над пышным столбиком мы провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. То есть над воздушными петлями и столбиком с одним накидом мы провязываем обычные столбики с одним накидом, а над пышным столбиком мы провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Это у нас 14 ряд. Далее в 15 ряду у нас опять в начале и в конце ряда изменения. В начале ряда мы делаем 3 воздушные петли подъема и 1 столбик с накидом в первую петлю предыдущего ряда. Дальше вяжем таким образом. 4 столбика с одним накидом провязываем в каждую петлю предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. А в пятую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Далее мы провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А в следующую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. И так чередуем до конца ряда. 7 столбиков с одним накидом над каждой петлей предыдущего ряда. В 8 петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. И опять повторяем 7 столбиков в каждую петлю. В 8 петлю 2 столбика с одним накидом. Провязываем до конца ряда. В конце ряда у нас тоже должно получиться 4 столбика с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. И уже потом 2 столбика с одним накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. И далее 16 ряд мы вяжем без изменений, все точно так же, как вязали в первом раппорте. В этом ряду мы провязываем рельефные лицевые столбики с одним накидом за каждый столбик предыдущего ряда. Провязываем полностью весь ряд без изменений. И дальше, начиная с 17 по 22 ряд, то есть 17, 18, 19, 20, 21, 22 ряд вяжутся полностью без изменений. Это мы провяжем вот такие вот веерочки. Вяжется все то же самое, как мы провязывали в первой части. И дальше мы переходим сразу к 23 ряду. В 23 ряду мы вяжем только столбики с одним накидом. В начале ряда у нас небольшое изменение. У нас 3 воздушные петли и 1 столбик с одним накидом в самую первую петлю предыдущего ряда. И дальше в каждую петлю провязываем столбик с одним накидом. То есть над воздушной петлей столбик с одним накидом. И в столбик предыдущего ряда столбик с одним накидом. В каждую петлю по одному столбику с одним накидом. Провязываем так до конца ряда. Дальше в 24 ряду тоже в начале ряда у нас изменения. Провязываем 3 воздушные петли подъема и в первую петлю 1 столбик с одним накидом. Дальше за каждый столбик предыдущего ряда провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Провязываем до конца ряда. И в конце 24 ряда в третью воздушную петлю подъема мы провязываем
3 столбика с одним накидом. Вот здесь, пожалуйста, будьте аккуратны. В 24 ряду в начале ряда вы провязываете 3 воздушные петли и 1 столбик с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда. В конце этого 24 ряда вы провязываете 3 столбика с одним накидом в третью воздушную петлю предыдущего ряда. Дальше 25 ряд мы вяжем столбики без накида. Вяжем следующим образом. Опять у нас 3 воздушные петли подъема, 1 столбик с накидом в первую петлю предыдущего ряда. И со следующей петли вяжем следующим образом. Провязываем 25 столбиков без накида. В 26 провязываем 2 столбика без накида. И опять 25 столбиков без накида. В 26 2 столбика без накида. И так провязываем до конца ряда. И в конце не забываем, в третью воздушную петлю подъема мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Это был 25 ряд. В 26 ряду мы вяжем пышные столбики. Здесь тоже нужно быть немного внимательным. Итак, начало ряда у нас 3 воздушные петли и 1 столбик с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда. Дальше провязываем пышный столбик. Далее вяжем 6 столбиков с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда, пышный столбик. И далее чередуем 6 столбиков с одним накидом, пышный столбик, 6 столбиков, пышный столбик. Провязываем до конца. И в конце мы вяжем следующим образом. Над предпоследним столбиком мы провязываем столбик с одним накидом. А в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы провязываем пышный столбик и сюда в эту же петлю столбик с одним накидом. То есть здесь начало и конец немножко разные. Здесь тоже я прошу обратить ваше внимание. 27, 28 и 29 ряд мы вяжем без изменений. Все то же самое, как вязали в первом раппорте. В 27 ряду мы в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом, а над пышным столбиком мы провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Далее в 28 ряду мы провязываем полностью все рельефные лицевые столбики с одним накидом. И в 27 и в 28 ряду в начале и в конце ряда у нас 3 столбика с одним накидом в первую и в последнюю петлю предыдущего ряда. Дальше в 29 ряду мы вывязываем вот такие вот веерочки, у нас тоже ничего не меняется. В 30 ряду нужно обратить внимание на начало и конец ряда. И в начале ряда мы вяжем 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда, то в конце этого 30 ряда мы должны провязать только 2 столбика с одним накидом в третью воздушную петлю предыдущего ряда. И последний 31 ряд у нас идут одни столбики с одним накидом. Вяжем 31 ряд полностью без изменений. И на этом все. Ниточки у меня закончились. У меня остался небольшой клубочек, и я решила сразу связать обвязку. Для того, чтобы связать кайму шали, я провязала 16, 17, 18 и 19 ряды. Все то же самое без изменений, как мы вязали в первой части раппорта. И далее 2 ряда провязала столбиками без накида. Сначала провязала столбики без накида, по центру вывязала пико, опять столбики без накида, пико и так далее. Следующий, второй ряд, тоже провязала столбики без накида и в пико провязала по 4 столбика без накида. То есть как бы пико обвязала столбиками без накида. То есть сам вот этот край у меня получился из 2 рядов, и оба эти ряда столбики без накида.
Я надеюсь, что я очень понятно и подробно все объяснила, но если вдруг возникнут какие-то вопросы, обязательно напишите мне об этом в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, а также не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием, всем удачи и до новых встреч!